Крым отрезан от суши, гауляйтер случайно раскрыл реальную ситуацию. Жители не выдерживают и начинают бежать. Эвакуация началась. Остановка крупнейших заводов России. Украина разносит в клочья экономику страны-агрессора. Удар по военному кораблю США. Иран атаковал американские базы на Ближнем Востоке. Исчезновение ключевой фигуры, помогавшей Путину оставаться на плаву. Новый удар по элитам. Кто пропал из российских топ-менеджеров на этот раз? Президент уходит в отставку. Заявление в прямом эфире. Какая судьба ждет страну дальше? Второй генерал за неделю – ликвидация важного начальника полиции. Об этих и других событиях к вечеру четверга, 11 июня. Четверг на календаре, а нехта в эфире. Все самое важное к этой минуте прямо сейчас. Я Олесь Корниенко, мы начинаем. Полуостров превращается в остров. Украинские защитники повредили сразу несколько путей, ведущих в Крым. Независимые мониторинговые каналы писали об одном мосте или даже двух, но базу выдал гауляйтер оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо. Коллаборационист разболтал военную тайну и заявил, что ночью под атакой были 4 моста. Сегодня ночью враг атаковал мосты через Северокрымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. По предварительной информации есть повреждения. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкции. Ранее украинские защитники нанесли серию ударов по Чангарскому мосту. Похоже, очень скоро единственным мостом, ведущим в Крым, будет Керченский. Какие у вас ставки? Как долго ему осталось? На Ближнем Востоке опять гремят взрывы. Американские военные нанесли новую серию ударов по иранским военным объектам. По данным Центрального командования США, под удар попали системы ПВО, связи и военного наблюдения. Эти удары являются ответом на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана. В Иране сообщали о взрывах в нескольких районах страны, включая окрестности Ормузского пролива. В ответ корпус стражей Исламской революции заявил о запуске 12 баллистических ракет по американской авиабазе в Иордании, а также об атаках на объекты США в Бахрейне и Кувейте. Иорданские военные утверждают, что все ракеты были перехвачены. Тем не менее, Кувейт на время даже закрыл свое воздушное пространство. Также рупоры режима сообщили об ударе по военному кораблю США, но американское командование это опровергло. В Тегеране заявили, что снова закрыли Ормузский пролив. В связи с нестабильной обстановкой в регионе, Ормузский пролив объявляется закрытым для движения любых судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда, и любое движение будет ограничено. Но в американском генштабе это заявление иранских военных опровергают. Там утверждают, что международные коммерческие суда осуществляют транзит через пролив в обе стороны. Украина буквально разносит в клочья нефтянку страны-агрессора. Этой ночью беспилотники посетили Афипский НПЗ в Краснодарском крае. После удара над заводом поднялся огненный факел. Местные власти подтвердили возгорание и заявили, что пострадавших нет. К 7 утра пожар, по данным оперативного штаба, удалось потушить. Характер повреждений пока неизвестен. Ебаться, Даша! Прям над домом! А вот Куйбышевский НПЗ в Самарской области выбыл из игры. По данным Reuters, после вчерашней атаки беспилотников он полностью остановил переработку нефти. Этот завод входит в самарскую группу заводов Роснефти. И примечательно, что 2 соседних предприятия уже столкнулись с похожими проблемами. Сызранский НПЗ не работает с конца мая, а Новокуйбышевский после апрельской атаки продолжает работать с пониженной нагрузкой. А результат с каждым днем становится все более очевидным. Вы когда-нибудь сосали бензин? Второй генерал за неделю? В России, похоже, ликвидировали еще одну высокопоставленную шишку. Телеграм-канал «Астра» сообщает о возможной ликвидации так называемого замглавы МВД ДНР Александра Шептуры. Поводом для таких сообщений стала публикация в связанном с российским подразделением «Эскадрон» телеграм-канале «От Мариуполя до Карпат». Там сообщили о смерти одного из администраторов. Имя, однако, не назвали. В комментариях пользователи предположили, что речь
речь идет именно о Шептуре. До 2014 года этот офицер служил в украинских правоохранительных органах, а затем перешел на сторону российских оккупантов. Его имя фигурировало в материалах о похищениях и пытках в оккупированном Донецке. В 2023 году Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора полиции. И если информация подтвердится, это будет уже второй ликвидация российского офицера такого ранга за неделю. Во вторник в подмосковной Балашихе был взорван в собственном автомобиле генерал-лейтенант Дамир Давыдов, отвечавший за поставки ракет и артиллерийских боеприпасов на фронт. Российских генералов косит ВСУ, а вот российских топ-менеджеров какая-то таинственная эпидемия. Исчез очередной управленец, много лет помогавший Путину оставаться на плаву. Эльвира Набиуллина пропустила очередное важное мероприятие. Глава Центробанка не появилась у Владимира Путина, который накануне провел совещание по инвестициям. Более того, на встречу не пригласили и ее заместители. Официальных объяснений этому пока нет. Сейчас не будем вдаваться в детали. Ранее Набиуллина также неожиданно исчезла из программы Петербургского экономического форума и не приехала на конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка. Серьезно заболела, попала в опалу или хочет соскочить? Как думаете? Говорить с Путиным не только нужно, а давно пора. С таким посылом выступил президент Финляндии. Сейчас мы находимся в ситуации, когда Украина занимает сильную позицию, как в военном, так и в политическом и экономическом плане. Поэтому я считаю, что Европе давно пора связаться с российским руководством, а точнее с президентом Путиным, и провести дипломатические переговоры. Но на вопрос, готов ли он сам стать главным переговорщиком Европы, Александр Ступп взял самоотвод. Лично я не вижу себя представителем в этом вопросе. Я думаю, важно, чтобы крупные игроки, то есть Франция, Германия и Великобритания, возглавили этот процесс. Ранее от роли переговорщика отказалась Ангела Меркель. Они его боятся, как думаете? Нефтяная корона сменила владельца. Кое-кто обошел многолетних лидеров по экспорту черного золота – Россию и Саудовскую Аравию. На первое место в мире вышли Соединенные Штаты Америки. В мае американский экспорт достиг 10,5 миллионов баррелей в сутки. Для сравнения, Россия экспортировала около 7, а Саудовская Аравия – менее 6 миллионов. Такой рывок США обеспечили высокая добыча и распродажа части стратегических нефтяных резервов. Как отмечает Reuters, баланс сил на мировом энергетическом рынке серьезно изменился. Пока Россия сталкивается с санкциями, а Ближний Восток остается зоной нестабильности, американские нефтяные компании все увереннее занимают освободившиеся ниши и укрепляют свое влияние по всему миру. В общем, пока одни называют Трампа агентом Красновым, а в России надеются на дух Анкориджа, новая администрация Белого дома нанесла еще один удар по Кремлю. Москва может потерять еще одного старого союзника в Европе? После поражения Виктора Орбана в Венгрии Александр Вучич засобирался уходить с должности президента Сербии досрочно. Политик заявил, что уже пакует вещи. Значит, мы можем ожидать вашей отставки? Да. Я уже начал упаковывать книги. Много? Много. Причем библиотека у Вучича такая большая, что паковать ее он планирует еще 3-4 месяца. Но с этой отставкой, о которой президент Сербии заявляет уже не в первый раз, все не так просто. Похоже, старый друг Путина решил воспользоваться опытом своего московского наставника. Есть основания полагать, что он хочет повторить кремлевскую рокировку и пересесть в кресло премьер-министра. По данным СМИ, такой же фокус хотел провернуть и Орбан, но не успел. Формально срок полномочий Вучича истекает только в 2027 году, а о досрочной отставке он периодически говорит не по доброй воле. Все это вызвано масштабными протестами, которые продолжаются в стране с конца 2024 года после трагедии на вокзале в Нови-Саде, где погибли 16 человек. Протестующие обвиняют власти в коррупции и требуют досрочных выборов.
В этой стране не раз сажали пачками офицеров и оппозиционеров. Теперь дело дошло до звезд шоу-бизнеса. В Стамбуле задержали известного певца Кенана Догулу и его супругу, популярную актрису Берен Саат. По данным турецких СМИ, задержания прошли в рамках масштабного расследования о незаконном обороте наркотиков. Операция одновременно проводилась по 22 адресам. Среди подозреваемых оказались и другие известные представители шоу-бизнеса, включая диджея Озана Догулу, брата певца. Это уже не первая волна громких задержаний. Как пишут турецкие СМИ, расследование продолжается с октября прошлого года и за это время затронуло десятки известных артистов, музыкантов и актеров. И ведь официально Реджепа Эрдогана никто диктатором не называет. Турция является членом НАТО, а недавно власти опять заговорили о том, что не против вернуться к вопросу о вступлении в ЕС. Но сводки о посадках сотен неугодных офицеров армии и полиции, самых известных оппозиционеров, а теперь и деятелей культуры уж очень напоминают новости из традиционных авторитарных стран. А тем временем в Крыму сломались не только мосты, но и начинают крушиться скрепы. Те, кто радовался аннексии полуострова, вдруг начали задаваться иными вопросами. Ну все, уезжаю я из Севастополя. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать? Короче, выкинула сейчас 2 огромных мешка вещей. Уезжаю. Надеюсь, что мост не взорвут до моего отъезда. И просится сакраментальное: не хочу уезжать из Крыма. Тут было так душевно, по-домашнему. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся уже утром.